Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это влог. Я буду менять свой осенний декор на зимний и решила записать некоторые кадры, сделать небольшой влог, такую, можно сказать, болталку. На самом деле осеннего декора у меня не так много. Вот эти две вязаные кружки я вязала в позапрошлом году. А дерево, которое вы видели в самом начале, я вышивала в этом году. Я покупала, был тоже влог, было видео, где я была на выставке. И вот эти два дерева я там купила, они были наборами, и я их вышила. Но прежде чем доставать зимний, нужно спрятать осенний, причем спрятать его в этом году я буду, ну, можно сказать, правильно, потому что в прошлом году я его просто убрала, и когда достала, я увидела, что вот эти котелки, они деформировались. Видите, они неровные, хотя изначально, как вы понимаете, они должны быть круглые. В этом году я решила исправить ситуацию и ну, просто упаковать их более правильно. Дело в том, что когда я достану зимний декор, вы увидите, я тоже там вязала Санта-Клауса, и он не в котелке, конечно же, он в дымаре, и он на каркасе этот дымарь, поэтому там с упаковкой проблем нет. А вот эти котелки, они просто связаны по кругу, по спирали, и внутри, да, они связаны в два слоя, но внутри там нет никакой жесткости, то есть там нет основы. Именно поэтому они и деформировались. В общем, вы видите, что я взяла упаковочную бумагу, и вот так максимально, да, ну вот, если я вот так бы оставила, то ну, толку, мне кажется, не было бы от такого хранения. Поэтому дополнительно я максимально вот так придала этой бумаге форму круга и затем еще раз обворачиваю еще в один листочек. Ну, я не знаю, правильно, неправильно, но почему-то мне моя логика подсказывает, что должно быть лучше. Ну, если не будет лучше, то в следующем году, когда я достану этот декор для украшения, я пройдусь парогенератором и зафиксирую на форме. Ну, то есть паром обдам и как бы дам ему остыть в правильной форме, и тогда будет все хорошо. В этом году я этого просто не делала. Вот, смотрите, вот так я упаковываю. Ну и думаю, что почему бы и нет. Я имею в виду, что хуже я уже этому котелку точно не сделаю. Кстати, в этом году я почему-то планировала прям очень много осеннего декора, но руки не дошли ни до чего. Ну вот кроме вот этих деревьев. Кстати, ними я очень довольна. И в марте будет следующая эта выставка. Я обязательно туда пойду. И там возьму еще из этого набора. Я вот тогда рассказывала, что это прям набор, где можно собирать целый город. И там были, даже если не собирать город, то даже вот просто эти деревья, они есть каждого сезона. Ну вот, наверное, бы зимние я не хотела бы, или, ну, в общем, зимние вряд ли, но вот весенние точно я вот возьму себе. И мне еще очень нравятся там домики с лавандой, они тоже такие, ну, они больше, конечно же, не осенние, а весенние. Поэтому, ну, в общем, как говорится, я один раз попробовала, теперь я точно знаю, что мне это нужно, мне это нравится. И несмотря на то, что я давно вышила эти два дерева, и они меня радуют, и они стоят и радуют мне душу, как говорится, но до сих пор сзади я не заклеила фетром. Хотя все вырезано. Единственное, что нужно было взять клей и приклеить, но руки не дошли. Ну что ж, думаю, что в следующем году, когда я достану их как украшение, я это исправлю. Их я тоже решила вот таким образом сохранять.
Кстати, тоже, опять же, очень удобно тем, что снимается подставка. Вполне себе, ну вот как-то так я это и буду сохранять. Потому что все-таки ниточка. Я еще, кстати, переживала, что пыль там будет. Да нет, все хорошо. Все прекрасно и отлично. Ну, вот так и убираю все это на хранение до следующего года. Теперь пришло время достать новогодний декор. Санта-Клаус, который взбирается по лестнице. Лестницу я сделаю. Тут она немножко... Ну, она не поломана, ничего, просто нужно вставить. Покажу, где он у меня обитает. Далее вот такая елочка. Вязала я ее сама крючком. Вот такая чудо такси машинка с елкой вязала по платному мастер-классу. Вот такой эльфик новогодний с мешочком вязала по бесплатному мастер-классу с Ютуба. Этому снеговичку очень много лет, без каких-либо мастер-классов, просто как хотелось мне, так и вязала. Далее вот такой держатель для шторы, тоже покажу, как выглядит на шторе. Если честно, по-моему, это тоже бесплатный мастер-класс с Ютуба, не помню. А вот этот сантик, который я и говорила, да, что вот здесь как раз-таки есть каркас. И вот посмотрите, вот год он пролежал, никак не деформировался, все с ним прекрасно. Так, что у нас тут еще? Если честно, даже не помню. Ага, это игрушки елочные. Что у меня тут? Легче вот так высыпать. Ой. Так, это игрушки, бантики, гирлянды. Ну, в общем, тут уже ничего такого. Вот эту игрушку я делала сама, показывала и вышивку, и как оформить. Очень мало просмотров, поэтому некоторые новогодние мастер-классы я даже не стала переозвучивать. Ну, потому что с такими просмотрами смысла в этом никакого. Вот этот ангелочек, также на него есть. У меня мастер-класс сделала давно. А вот синих шаров должно быть 3. Где делся третий, я не знаю. Но еще поищу, может быть, там, где елка. В общем, на шары я не переделывала мастер-класс на этот канал, потому что, повторюсь, очень маленькие просмотры на новогодние мастер-классы. И пока я доставала все новогодние аксессуары, ко мне пришла посылка. Это моя знакомая, точнее не так. Это моя интернет-знакомая, с которой мы ни разу не виделись, но мы общаемся по телефону. Зовут ее Наталья, и вот от нее я получила этот подарок. Конечно же, я знаю, что там, потому что она прям очень хотела для меня связать. Для тех, кто смотрит мой канал давно, те знают, что я не вяжу спицами и не хочу учиться. А Наталья мало вяжет крючком. Мы, кстати, познакомились в одном из вязальных чатов. И она мало вяжет крючком, но тоже вяжет, но чаще вяжет спицами. И вот она хотела мне связать аксессуары, которые я, ну, спицами не вяжу, а они очень красиво смотрятся именно на спицах. Вот такая шапка, смотрите. Цвет мы выбирали втроем. Почему втроем? Потому что шапка для моего сына. Он сам выбирал цвет и также выбирал фасон. Все подошло идеально, и цвет. Ну, так как нитки мы выбирали по интернету, да, то все прекрасно подошло. И вот такой комплектик это мне. Я увидела у нее уже такую повязочку готовую. И опять же думала то ли однотонную, то ли вот такую же. В общем, я не пожалела, потому что даже на фотографии, да, красиво, все, но вживую это выглядит намного красивее и лучше. И я прям, ну, прям в восторге. И цвета мои любимые. И, кстати, вот по ниточке, да, вы видите, что она мне отправила шарф и клубочек в случае вдруг мне будет длинным, потому что мы это тоже обговаривали, какой длины. Ну, понятно, довязать я точно нет, потому что ну, у меня нет ни одной спицы, я это часто говорю. А вот распустить, ну, в случае, если совсем длинный, то, конечно, я могу.
И также ниточка оставлена и на повязочки. Но опять же мы это все обговорили с ней, что она говорит, мало ли что. И я считаю это, конечно же, правильным сервисом, потому что, ну, одно дело, да, когда человек заказывает, и он, ну, там, 2 руки левые, то понятно, такие сервисы предлагать не нужно. Но если такому человеку, который не боится взять в руки и в случае чего доделать, доработать, то вполне себе отлично. Кстати, Наталья из Харькова, и если вы вдруг вы где-то рядышком ищете себе единомышленников, возможно, какие-то совместные покупки делать, возможно, вам не хватает какого-то общения творческого, да, где-то в парке встретиться, повязать, пообщаться, поделиться каким-то опытом. Пишите Наталье, я уверена, вы потом мне скажете большое спасибо за вашу новую подругу. Ну, а если хотите что-то заказать из подобных или других аксессуаров, то также пишите ей. Ссылку на ее инстаграм я оставлю в описании под этим видео. Ну, а у меня тем временем уже Санта ползет по лестнице на моей промышленной швейной машинке, а второй Санта вот так обнимает мои шторы. И вот на момент записи этого видео у меня отсутствует электричество. Включила гирлянду от пауэрбанка. И сейчас покажу, как выглядит как раз такой момент. К сожалению, елку я включить не могу, потому что на ней гирлянда только от электричества. Но позже я досняла и вставлю вам в это видео, чтобы вам было понятно, как выглядит полностью мой такой украшенный рукодельный или швейный уголок. Кстати, помните, деревья-то осенние я убрала, а вот освещение, вот эти фонари я оставила. Почему? Вполне себе новогодний аксессуар. Почему нет? Также я поставила вот этих змей. Это символ уходящего года. Но это я вязала. Их у меня было очень много. Все, что осталось, 3 штучки, тоже решила еще в этом году можно. Вот такая мышка. Это новенькая, прям свеженькая, связанная. Еще ни в каких социальных сетях я ее не показывала. А вот этот милый Санта со мной уже, ну, 4-й год будет, да. Вообще стараюсь пополнять свою коллекцию так, чтобы каждый год было что-то новенькое. И сейчас я гирлянду выключу и включу вот этот домик. Он жестяной, и в нем внутри был чай. Это был презент из Лондона. Чай был вкусный, но также красивый и прекрасный домик, который служит также декором. Вот, далее электричество, и вот так выглядит моя елка. Кстати, кто-то там мне когда-то сказал, что ой, да это уже не модно разноцветное. Вы знаете, в связи с тем, что отключают свет, и у меня просто белые и просто желтые гирлянды висят и горят круглосуточно, когда нет электричества, то для меня вот такая яркая, разноцветная гирлянда и есть символ Нового года. А вот то, что однотонное, это для меня способ освещения. Ну и вот такие 3 новые игрушки мне подарила мама в этом году. И на этом видео будет подходить к концу. Я хочу вас поздравить со всеми зимними праздниками, которые уже прошли, которые еще не наступили. И хочу вам пожелать самого крепкого здоровья, счастья, радости, успехов, улыбок и мирного неба над головой. Ну а мы с вами еще увидимся и услышимся уже в новом году, в новых мастер-классах и влогах. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.